какая мерзость. Здесь комната, в которой живет мама. То, что вы сегодня увидите в выпуске, такого вы еще не видели. Здесь комната, где, по идее, спит ребенок. И это жуткий трэш какой-то, просто эмоции зашкаливают. Какой кошмар, боже мой. Всем привет, это канал Слово Пацана. Буквально вчера мы получили письмо на почту от мальчика. Много такого пишут. Мы попросили прислать фотографии, и когда мы увидели фотографии, мы поняли, что либо это какой-то развод, и здесь что-то неправда, либо это какая-то особенная аховая ситуация. Стали узнавать больше и тщательней. Параллельно мы уже мониторили билеты, потому что это находится в другом городе, нужно лететь на самолете. Что меня в этих фотографиях привлекло, это чайные пакетики. Дело в том, что мальчик нам прислал фотографии, но нигде не было видно пола на этих фотографиях. Было видно просто условия жизни, в которых он живет. Пола мы нигде не видели, но я увидел какой-то мусор лежит на столе, какая-то грязь и прочее. Вот это такая наискосок поваленная штанга для шторы и чайные пакетики, которые где-то там висели. Я думаю, как это так? Это что же за условия такие, что там чайные пакетики не выбрасываются, что они висят там засохшие. И мы срочно вылетели на следующий день рано утром в другой город. Я у дома, он написал сообщение. Так, ладно, сейчас встретимся с мальчиком, с ним пообщаемся. Привет. Меня Рома зовут. Привет, Дим. Мы оказались у тебя в городе, как видишь. Мы можем с тобой где-то поговорить? Пока что, может быть, не в доме, чтобы ты нам рассказал вообще, что за ситуация у тебя. В маске тебя вообще не слышно. Если ты можешь, может, ты снимешь маску, чтобы тебя было слышно. Потому что, я вообще ничего не слышу, что ты говоришь. Мне просто интересно, ты нам написал сообщение, ты его сам помнишь? Да. А какое оно? То, что я писал, то, что не хватает денег, все это. На еду? Да. А почему ты нам решил написать? Не знаю, как-то сколько уже смотрю времени ваш канал. А сколько ты смотришь наш канал? Уже больше 5 месяцев. Угу. Смотрю канал, в школе говорили про вас. А ребята в школе, то есть сверстники, знают про твою ситуацию? Нет, почти никто не знает. То есть то, что мама говорит, не говорить, она как-то не любит, чтобы все знали. Я понял. Но если действительно ситуация такая, про которую ты говоришь, то мы можем тебе помочь. Но нам нужно в ней разобраться самим и понять. Ты нам расскажи, пожалуйста, с чего такая проблема у тебя финансовая? Конечно, меня больше всего удивили те фотографии, которые ты прислал. У тебя маме сколько лет? 53 года. 53 года. Она не может найти работу, ее нигде не берут. На 6 тысяч живем, денег сейчас уже вообще нет. Мы остаемся под конец месяца, даже в холодильнике ни хлеба, ничего нет. А как долго она без работы? Уже несколько лет. Она пытается устроиться на работу? Она ищет, но куда она ищет, ее не берут. А куда она ищет? Она в последнее время только уборщицей работала. Скажи, а алкоголь в твоей... Мама не пьет. Вообще не пьет? Нет. И так по общению она все хорошо. Не любит просто особо общаться. То есть ты живешь с мамой? Да. По выходным я уезжаю к бабушке. Ты уезжаешь к бабушке. А почему ты к бабушке уезжаешь? Выходные в храм. Там воскресная школа, учеба тоже. Ага. Уроки гитары. У тебя сейчас мама дома? Сейчас она дома, но после того, как я написал, она как-то не особо в восторге была. Она даже как тогда по разговору сказала, ничего не надо, ничего это. Мы хотя бы в школе мы приехали, нам бы хотелось посмотреть вообще, как вы живете. Не знаю, навряд ли она разрешит зайти. Давай мы подойдем к квартире, мы с ней постараемся пообщаться, объясним ей ситуацию. Если она нас не пусть пошлет, значит мы просто уйдем. Я сейчас зайду, ее позову к порогу. Пока тут постоите. Да. Сейчас позову. Давай. Мы встретились с мальчиком, и он сказал, что действительно нуждается в помощи. Мальчик очень приятный, такой по общению. Ему 14 лет, зовут его Сережа. Как он потом нам рассказал, что он служит
в церкви там звонарем, что он волнуется за свою семью, что ему действительно нужна помощь, и он не решался все это время попросить об этой помощи. Он сказал, что его мама, скорее всего, будет стесняться, скорее всего, откажется, но, тем не менее, мы просили его познакомить с мамой. Мы зашли в подъезд, поднялись на нужный этаж, и женщина вышла из квартиры. Так. Здравствуйте. 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 Меня Рома. А вы не удивляетесь? Да я поняла уже, у меня сынок шутник. Он что вам там написал, что мы там у нас трудности, да? Ну, бедствуете, да. Ну, не бедствуем мы. Просто я вот сейчас вот уже устраиваюсь на работу скоро. А это просто маленький еще, как сказать, сами понимаете. Нас просто немножко поразила ситуация. Ну, писем таких приходит много. Но он нам прислал некоторые фотографии вашей квартиры. Когда мы увидели некоторые условия у вас дома, мы можем с этим условием вам помочь просто. А что он там, вам какие фотографии он там присылал? Ну, вот я могу показать сейчас. Покажи. Покажу. Ну, согласитесь, что вот это прям... Я когда увидел просто это вчера, я такой, ничего себе, это что, как? Ну да, почему? у нас тут мусор, тараканчики есть. Как-то так. Ну, жизнь, как бы так, жизнь обстоятельства так. Сейчас вот я вот на работу буду устраиваться. Ну вот опять хорошо, я вот сейчас вот с вами, чем вы мне можете помочь, в каком плане? Ну, нужно посмотреть квартиру, чтобы понять, что там можно, может быть, сделать, улучшить условия, может, там за свет заплатить. Потому что разобраться с ситуацией. Я не хочу, как вот вы снимаете же, когда делаете, да, я не хочу этой огласки, вот этого всего, вот, что вы, допустим... Мы можем вас не показывать. Я не хочу это. Я вас очень прошу, ребят. Здесь условия аховые. Да. Потихонечку мы разбираем весь мусор. Сейчас там куча мусора. Я вас очень прошу. Он сделал большую глупость. Мы разобрали потихоньку сами. Сейчас вот вы же с ней придете, вот вы начнете снимать, какой тут бедлам в квартире. Я этого тоже не хочу. Мы можем прям сильно помочь. Прям вот сильно помочь. Ну пойдемте, вы посмотрите. Здесь бедлам конкретно. Когда она открыла нам дверь, когда мы зашли внутрь квартиры, я ожидал, что мы увидим, скажем так, какой-то жуткий ремонт, грязь и условия. И тут моя нога, я вижу, куда я наступаю просто на мусор. Я такого, честно говоря, не видел еще в своей жизни. Ну вот так вот у нас сложились обстоятельства. А можно я на кухню пройду? Посмотрю. Я такого никогда еще не видел. Просто никогда еще такого не видел. Вот какая-то жесть полная. Тараканы бегают везде, это понятно. Вы нас простите, что мы вторгаемся, но это вы же сами видите, да, что Да это вижу я, прям, конечно, я все понимаю. прям что-то совсем. А свекровь как давно здесь жила? Ну, свекровь-то умерла уже года 3. И вот в кучу все я складываю, да, и доложилось, что еще, наверное, больше мусора собрала. И все это надо теперь вот выкидывать. Так, может, мы вам просто в этом поможем чуть-чуть? Каким образом? Ну, наймем людей, они это все уберут. Ну, в принципе, можно, наверное. Ну, потому я, что... скорее всего, сама долго не справлюсь. Да, конечно. Тут не то, что долго не справиться, это... Блин, мне нехорошо. Ну, открывайте. Тут просто вещи набросаны. Все, которые были, остались от бабушки, там вещи набросаны. И все. Был когда-то там компьютер. Когда-то. Аккуратно, если попадется кошка. Что-то? Аккуратно, если кошка попадется под ноги. Кошка? Она где там? Их 2. Одна тут. Они обе тут.
И тебе комфортно здесь спать? Ну, просто вот так иногда так ляг, ничего никто не тревожит. С утра встаем, я в школу иду, потом прихожу, помогаю. Я как-то старался в той комнате пока убираться, чтобы хотя бы поочередно. В коридоре более-менее чисто, и то не до конца убрались. Вот, воды горячей у нее не было у бабушки. У нее газ отключали. Вот. Ну, в общем, вот такие вот здесь условия. Да. Да. Я просто впервые в жизни в таком, ну, мы просто с вами стоим на мусоре, да, буквально, Да, поэтому. да. И везде бегают тараканы. Угу. Я стою на мягком прям, вот у меня там какие-то эти... Ну, это мусор, это вот, тряпки всякие, как я в кучу все складываю, собираю вот в мешки потихоньку. А почему вот, ну, не выбрасываете на улицу? Выбрасываю, хожу потихоньку. Угу. Хожу потихоньку, выбрасываю. Там в коридоре мешки стоят, опять сейчас вечером соберемся, вынесем. Угу. И придет людьми. Сразу хочу сказать, что мы в этом видео приняли решение с Димой, мы долго совещались, сейчас думали, мы решили не показывать лицо мамы. Там есть в чем осуждать, а мы не хотим, чтобы это осуждение было, реально не хотим. Ну, это нездоровая какая-то ситуация, осуждать человека за свою слабость по причине какой-то своей болезни там, или депрессии. И мы не должны это делать, и я думаю, что никто из вас тоже. Здесь у нас коридор. Коридор стоит с зеркалом, и здесь уже лежит мусор. Но здесь вот в коридоре мусора меньше. Какая-то дверь тоже вся в паутине и в тараканах. Вон они там прячутся. Кошмар. Здесь комната, в которой живет мама. Вот такая вот здесь гора мусора. Семечки. Здесь ее кровать, здесь она спит. Здесь просто жуть. Вот отсюда запах. Дальше мы заходим, здесь вообще мусор совсем конкретный. Здесь уже нужно по нему идти, ходить вот так вот ногами. Здесь комната, где, по идее, спит ребенок. Вот на этом диване. Иногда им приходится спать. Вот тут вот этот диван. Ну, просто. То есть сюда мусор просто выкидывается, выносился, наверное, выкидывался на протяжении нескольких лет. Там какая-то кастрюля непонятная стоит. Здесь вот, смотрите, что здесь с тараканами происходит. Это ужас, ужас. Просто ужас. Я никогда не думал, что в жизни могу попасть в такое вот. Когда сюда только зашли, в эту квартиру, вот я только шагнул, я в своей жизни такого никогда еще не видел, хотя мы много что снимаем, и даже у нас значительно больше съемок, чем вы видите, много все в кадр не попадает, но такого я не видел никогда. Здесь просто слой мусора, и здесь везде ползают, простите меня, тараканы. Это назвать трэш-квартирой, даже я не знаю, что это такое. Сережа, если поспать, вот на эту кровать. Ну, это когда мы тут ночуем. Это когда он здесь ночует, на выходные Сережа уезжает к своей бабушке. Я так понимаю, правильно? Да. К своей бабушке, тут так ночуешь. А почему ты ночуешь здесь и в будни? Ну, из-за того, что школа тут. И тоже здесь рядом школа. Да. Скажи, а я увидел тетрадку, это ты здесь как-то уроки делаешь, это твой стол или что? Ну, это часть учебников, остальные в портфеле. Нет, понятно, я имею в виду, ты, вот это как стол у тебя получается? Ну, можно сказать, я их делаю сидя на диване уроки просто. Диван где? Вот на этом иногда делаю, когда тут. Вот И здесь? то я редко делаю из-за плохих условий. А в основном где ты уроки делаешь? Ну, тут и все. И то это редко. Я как-то более оценки все получаю это только в школе. Не делаешь особо уроки? Да, из-за того, что нет особых условий. А ты сам здесь мусоришь? У меня тут был мешок, я недавно его выкидываю. Я когда тут есть, я стараюсь каким-то там что-нибудь открывать, какие-нибудь пачки, и пачки в мусор стараюсь. Ну а бывает такое, что ты что-то сюда кинешь, и оно здесь Бывает. останется? Бывает, но я стараюсь как-то более
Если честно говорить, то стараюсь выкидывать. Из-за того, что мне это уже не могу. Я тебя понимаю. Один из первых вопросов, который мы задали маме, и до этого ее сыну, не выпивает ли она. Мы получили совершенно точный ответ, что нет, не выпивает. И, это видно по человеку, на самом деле. Видно, что никакого запоя там нет, и вообще, что она не пьет, это видно. И в общении очень адекватный человек, рассудительный, она все грамотно и хорошо нам отвечает. Мы с ней общаемся. То есть передо мной стоит совершенно нормальный, адекватный человек в здравом уме. Мы на самом деле подозревали, и потом она сама нам сказала, что у нее очень сильная депрессия. Но чтобы депрессия имела такой эффект, видимо, такое тоже бывает. Вот я с вами общаюсь, да, я вижу, что вы такой человек адекватный, со мной разговариваете. Совершенно адекватно. Полностью. Прям. Не пьющий, не гулящий. И при этом, при всем, я вижу, что в квартире такая жесть. Как-то я понимаю, что какое-то все-таки расстройство есть, наверное, там, может быть, психологическое какое-то. Просто, наверное, когда-то остался без работы. Как-то наверное... Но не настолько же вы запустили, что там по полу я просто видел там вот такой вот слой. Одно на одно. Мусора. Как-то накладывается. Вы же мусор, я так понимаю, вообще не выносите толком, если честно. Периодически. Если так откровенно сказать, то скажем так, да. там От оставить. старших еще, наверное, помощи практически никаких нет от сыновей. Наверное, одно к одному все это. С одной стороны, даже не объяснишь, как это все получилось. Как-то это все так раз и получилось. Не знаю, как объяснить. Хотя вроде нормальный человек, адекватный. А объяснить не смогу. А вот эта вот пенсия, которую вы получаете, это, я так понимаю, 6 тысяч рублей, это единственный доход Это в семье? 8 тысяч с половинкой. Там что-то это по потере кормилицы. 8 тысяч с половиной, не 6, да? Просто Сережа нам сказал 6. Перепутал немножко. 8, почти 8,5 тысяч платят по потере кормилицы. Раньше платили всем троим, а потом, когда эти Выросли, осталось только 8,5. Да. А вы их на что тратите в месяц? Как вот это распределяется? практически на еду. Потихонечку, по возможности, там, за квартплату что-то. Там за квартплату у меня не с чего. И не получается. Тут, когда работал, все-таки было полегче. То есть у вас здесь долги какие-то на квартире? Да. Здесь холодильник стоит в коридоре. В нем вроде как еще и даже открывать его не буду. Хотя почему бы нет. Жуть какая. Но там продукты у них какие-то хранятся. Еще остатки. Вон там колбаса что-то там лежит. Здесь везде тараканы. Вот везде просто. Жуть. Не знаю, от себя вам скажу, что мне кажется, что вот эта наша с вами встреча, дай бог, это вам даст какой-то вообще, может быть, совершенно новый этап в жизни. То есть вы думаете, что может повториться у меня такая штука? Нет, я вам говорю, Или что... наоборот, сдвиг? Наоборот, сдвиг. Я всегда, когда у меня сильные какие-то, и у меня когда были, и вообще у знакомых какие-то вот, если есть там грусть, тоска, депрессия, аж до слез, там, да, я всегда им говорю такую фразу, такую мысль, что все великие открытия, великие произведения искусства были написаны в период глубочайшей депрессии. Так что депрессия – это возможность. Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы потом пойти опять карабкаться вперед. Я очень надеюсь, что получится вам помочь. Я пока что еще не понимаю, мы сейчас с Димой, когда вот все там, сейчас снимем то, что мы хотим, выйдем, подумаем, как можно, что сделать. Потому что у нас всегда вот мы показываем проблему, потом, в наших сериях, там, наш выпуск показываем проблему, потом начинаем ее решать. И нужно сейчас понять, как это нам сделать так, чтобы это было рационально и правильно. Жесть полная. Вот раковина, и очень долго уже у нее проблемы были, она не сливается, раковина. Вычерпываем воду из раковины. Из-за того, что вода не сливается. Проблема в чем-то там. И я не знаю, сколько там у нас здесь знакомых. То есть вы моете здесь вот это вот... Что вы здесь Мы моете? посуду тут не моем. Мы просто набираем воду из крана. Чтобы пить?
Да. Вот отсюда набираете воду, чтобы не переливалась. Из крана. Да, чтобы она не переливалась, вы вот в это ведро ее... Вливаем. И потом в туалет. Ну, так вот. Слушай, мне что-то... Плитка 100-летняя тоже уже еле теплится. Вот одна только эта штука работает. И то вообще почти. У меня нет слов. Я не знаю, как сформулировать, пытаюсь подобрать эти слова, и чтобы вообще... Я не знаю, за что здесь браться. Но мы стоим просто... Я чувствую, как подо мной промирается мусор, и его здесь, ну, наверное, сантиметров... Его здесь очень много. Его здесь не то, что очень много, его здесь сантиметров 15. А это что такое? Это мама делала капусту в банке. А когда ты делала? Недавно. Там просто много перца, мы более острые любим. Там много перца. Хорошо, ты нам написал, ты же, когда нам скинул фотографии трэш-квартиры этой, собственно, мы приехали только из-за фотографии. Ни на одной фотографии не было видно пола. Я старался как-то закрыть. Ты специально фотографировал, чтобы было не видно пола? Да. Но ты же нам написал, ты как бы хотел от нас, чтобы мы тебе деньгами помогли твоей семье? Или Я ты хотел, все-таки чтобы надеялся, что мы... вы приехали, как-то увидели, помогли чем-нибудь. Не знаю. Я как-то старался, чтобы вы Конкретно приехали. от нас, вот как ты думаешь, что бы ты хотел, какую помощь получить? Помощь, чтобы как-то разобрать тут все. Не знаю даже. С Браться продуктами. здесь. Всё, с С продуктами. продуктами. как-то У тебя есть друзья? есть. Прям Много. друзья? Много, да? Они знают это? Об этом никто не знает. Мама старается как-то скрывать, и Нет. я не говорю. А ты понимаешь, что сейчас они об этом узнают? Ну, мало кто смотрит. Нет, они об этом узнают. Ты понимаешь это? Хотелось бы обратиться сразу к нескольким людям. Во-первых, хотел бы обратиться к друзьям Сережи, с которыми он учится, там, дружит. Ребят, ситуация действительно аховая, действительно жуть и трэш, согласен, но в этой ситуации будет очень круто, если вы все поведете себя максимально без насмешек и без осуждений. Вот в такую ситуацию попал ваш друг-товарищ. Кто-то, может быть, его просто видел и с ним не дружит, не знает его. Он попал в такую ситуацию. Вот так случилось в его жизни, что он живет в этой квартире не по своей вине. Это не его вина. Ему 14 лет всего лишь на все. И также хочет обратиться к зрителям нашего канала. Всегда, если вы заметили, если вы понимаете, мы всегда стараемся делать так, чтобы героев, про которых мы снимаем, несмотря на все вообще обстоятельства, не было осуждения. Но здесь история, которая, конечно же, мы прекрасно, сейчас я это понимаю, я знаю уже наперед ваши комментарии, все, которые вы будете писать. Не надо этого делать. В какой-то момент находиться в этой квартире уже было невозможно. Наши силы заканчивались, и моральные, и физические, и вообще все. Мы вышли оттуда вместе с мальчиком, чтобы зайти в магазин, купить что-то покушать, потому что еды у них не было, денег у них тоже нет. Сейчас конец месяца, и к концу месяца денег не остается, они все уходят на еду. В общем, если честно, я не понимаю, что сейчас нужно купить. Покупать огромную гору продуктов в эту квартиру, я вижу, нет смысла, вообще нерезонно. Давай мы подумаем, что сейчас нужно. Сам пройдись, нам подскажи, помоги. Готовить, в принципе, можно сказать, не на чем. То есть такие продукты, которые готовить, лучше не брать даже. Я ем любые консервы, в принципе. Возьми сам то, что хочется больше всего. Кабачковый корм. Кабачковый икру бери. А ты голодный вообще сейчас? Сейчас нет. Сейчас нет? Ну, типа там в Я в кафешку школе сходить, питаюсь. сейчас не Я хочешь? в школе питаюсь. Ладно. Ну, колбасу смотри, какую ты сам Давайте нарежем. считаешь. Да, лучше нарезанную. Кажется, что это будет, наверное, самое лучшее. Печенье, может, какие-то, не знаю, вафли какие-то. Чё? Давайте лучше конфет. Давай Печенье и конфет, так хорошо. много. На тоненькую. Почти упала. Пакетик можно еще? 1526, пожалуйста. Карты, да? Карточка наша. Взяли пока что один пакет продуктов. Хочется как-то зрительно пояснить, что мы специально не набирали тут гору продуктов. Это рационально сейчас вот просто вот на первое вот самое-самое-самое время. То есть у нас нету задачи сейчас там вас удивить объемом, да, вот как зрителям сказать, потому что мы сейчас можем, конечно, здесь набрать гору
Но пока что даже, вот так вот. Можно сказать, хранить негде. А? Можно сказать, Хранить негде. Сереж правильно говорит, и мы тоже считаем, что хранить негде. И вообще это так вот просто. Пойдем. Мы принесли продукты. А, да, до пятерки сходили. Это вам. Полпоселка смотрели. Да, смотрели полпоселка. Ну что, ждать теперь только вашего звонка? Да. Ладно, все, давай. Мы с тобой это увидимся. Спасибо Все, вам, ребят. до свидания. Не переживайте, не переживайте. Просто у меня, понимаете, вот даже я сейчас стою и нервничаю. Ну, не нет. Ну, это нормальная реакция организма. Совершенно нормально. Я бы тоже на вашем месте. Потом успокоитесь. В один момент. Да, нормально. Все. До свидания. То, что мы увидели сегодня вместе с вами, это жуть, просто жуть. И мы обязательно вернемся к этой истории, мы обязательно продолжим ее. Появляются мысли. Вы увидите все это в ближайших выпусках. Обязательно не пропустите. Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе этой, в том числе, ситуации. Нажмите колокольчик. Скажу сразу, что следующий выпуск у нас уже запланирован, он был давным-давно. Еще до Нового года мы сняли. У нас просто феерично эмоциональный, добрый, крутой выпуск выйдет про реставрацию ретро-машины пожилому владельцу, которую мы все это время делали, уже давно сделали и наконец-таки вам покажем. Я просто видел эти эмоции вживую, там что-то нечто. В ближайший понедельник этот выпуск. А через понедельник мы вернемся с этой историей. Просто не пропустите, не пропустите. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Эта жизнь бывает, оказывается, такое. Всем пока.